Добрый день! Сегодня мы с вами разговариваем с Денисом Каплуновым. Денис – это автор многотысячного и самого влиятельного блога по копирайтингу, а также автор двух бестселлеров «Эффективное коммерческое предложение» и «Копирайтинг массового поражения». Денис написал новую книгу, которая называется «Контент, маркетинг и рок-н-ролл». Про нее именно я и хотела взять у Дениса интервью. Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, Таисия! Расскажите нам про вашу новую книгу. Она называется «Муза для покорения клиентов в интернете». Есть ли прямая зависимость количества клиентов и контента на моем сайте? Естественно, есть. Чем больше контента вы размещаете на страницах своего сайта, при условии, что он ориентирован прежде всего на клиентов и отвечает как минимум их информационным потребностям, желаниям и просто каким-то главным целям в развитии своего бизнеса, то, естественно, люди ищут информацию в интернете даже по поиску. Если вы его грамотно оптимизируете, они попадают на эти страницы. И чем больше контент-масса, тем, в принципе, вы привлекательнее для самих поисковых систем, и они вас поднимают в рейтинге. То есть зависимость прямая, правильно? Ну, в любом информационном поле количество опережает качество при условии, что оно дружит с качеством. Ничего себе, даже опережает. Хорошо. Денис, а что такое контент? Вот вы говорите контент. Что такое контент? Что вы имеете в виду под словом контент? Это информация. Это такой некий современный синоним слова информация. При этом, если углубиться в задачу этой информации, да, то можно сказать так, что контент – это наглядное доказательство или подтверждение вашей компетентности. То есть на своих сайтах, да, мы или там в переговорах мы все говорим о своей крутости, о том, что мы там номера один в чем-то, о том, что мы классные и тому подобное. При этом нам нужно чем-то это доказывать, потому что сайт это все-таки инструмент по пассивному привлечению клиентов, то есть удаленные продажи. И люди, прежде чем сделать первый звонок, они изучают информацию. Так вот, сейчас из-за перенасыщения этой информации в интернете, именно продающего плана, когда все друг друга хвалят, контент позволяет доказать ваши, как говорится, оды о себе компетентностью, да. То есть, если вы считаете себя экспертом, там, к примеру, поливании цветов, то кроме ваших слов человек ничего не видит. Но когда он смотрит ваш материал, как вы это делаете, какие там хитрые приемы используете, если вы этим активно делитесь, то они уже наглядно могут подтвердить, насколько у вас слова совпадают с делами. То есть они начинают мне доверять, правильно? Они начинают вам доверять, они видят в вас не только человека, который хочет на них заработать, но и тот человек, который переживает за их успех в том числе. Хорошо. А какой главный критерий хорошего контента? Что самое главное вы считаете, когда я делаю этот контент, размещаю эту информацию? Я в своей книге «Контент, маркетинг и рок-н-ролл» озвучил, по-моему, порядка 20 критериев, да, и их на самом деле еще больше, потому что все упирается в аудиторию, в точке входа с этой аудиторией и об активности. Но если говорить о таких основополагающих моментах, я бы выделил что? Первое, этот контент он должен ориентироваться на самого клиента, потому что мы порой боремся с соблазном показать свою эрудицию, да, свои познания, но насколько она нужна нашим клиентам, мы никогда об этом не думаем. То есть это так называемый, как я говорю на конференциях, контент-порожняк, когда мы вроде бы пишем умные вещи, но на самом деле их читают не клиенты, а как минимум наши коллеги. Да? Первый момент. Второй момент, этот контент он должен быть актуальным в текущем времени. То есть есть какие-то потребности, которые актуальны всегда, а есть потребности, которые актуальны и сегодня. Вот если следовать тактике сегодня и все время держать руку на пульсе, что интересует аудиторию, постоянно анализировать там блоги, форумы, общение в социальных сетях, в группах, мы можем видеть, что сегодня актуально для людей. Простой пример, вот недавно мы общались, наблюдали такую картину, что участились количество вопросов нашей аудитории о том, как сейчас необходимо писать страницу о компании на сайте. Да? Буквально только мы сразу же сделали статью, в которой написали текст о компании, 12 продающих элементов. То есть прошло буквально несколько дней, уже более 1000 просмотров этой статьи, хотя
никаких денег в раскрутку и в продвижение этого материала мы не вкладывали. Мы просто сообщили о ней в социальных сетях. Мы даже еще не делали рассылку по этой статье, где... То есть, по сути, вы говорите о том, что нужно следить и слушать свою аудиторию, правильно? Что они хотят, и постоянно анализировать, да? Это одно из основополагающих моментов. Следующий момент – это контент должен быть уникальным. Потому что если посмотреть то, как сегодня ведут группы, например, ВКонтакте, да, то это сплошное царство копипаста, когда кто-то у кого-то что-то, как говорится, заимствовал, разместил у себя на странице, еще и забыв оставить ссылку на первоисточник, и это считается введением группы. Вас ценят за тот контент, который вы даете. Если люди перечитывают уже 100 раз то, что они уже до этого читали, это будет плохое первое впечатление. А плохое первое впечатление, никогда не сформирует хорошего второго. Понятно. А какие виды контента вот возможно, например, для владельца сайта малого бизнеса? Например, если у меня кафе-мороженое, что вы можете посоветовать? Что, вообще, с чего я могу начать, чтобы куда-то двинуться? Вам нужно распределить свой контент на, прежде всего, 2 формата. Это прямой рекламный продающий и, естественно, образовательный. То есть, если мы говорим про непродающий, да, то есть есть у него 3 цели. Не продающий, у меня сайт, в принципе, имиджевый есть у него ресурс. 3 цели. Первое, то есть 3 кита непродающего контента. Да. Первое, это он должен обучать, образовывать. Второе, он должен упрощать что-то. И третье, он должен помогать в чем-то, добиваться каких-то целей. Вот и подумайте сами. То есть, к примеру, с одной стороны, было бы интересно, если мы говорим про мороженое, какие-то интересные события, факты, связанные с мороженым. Другое, какое-то оригинальное мороженое, которое никто никогда не делал. Какие-то рекорды этого Или мороженого. объяснение, например, Объяснение, того, как как приготовить мороженое в домашних условиях, наглядная инструкция. Или же, я, к сожалению, не могу, я эту тему не изучал, не являюсь... мы с вами уже накидали, там 4 или 5 тем, уже, в принципе, понятно, про что писать. Это только так, это без погружения, понимаете? Интересно, что когда вы погружаетесь. Вот когда мы погружались, к примеру, я даже рассказывал в книге в аудиторию владелец маленьких собачек, то есть каких терьеров, я даже не думал, какие вопросы эти люди задают. Ага. То есть там были обсуждения, связанные с тем, какими ножничками вы стрижете коготки своих любимцев. И вот эта вот информация привлекала лояльных клиентов, правильно, которые получались потом... Она позволяла делать репосты, ссылки на ассортимент магазинов, которые продают товары для этих собачек. Естественно, была также интересна аудитория молодых мам, да, которые задают вопросы, начиная вплоть от того, как правильно выбрать кроватку, да, заканчивая от того, что нужно взять, какие нужно документы оформлять, если вы собираетесь с ребенком выехать за границу, а ребенку, например, до 2, еще нету 2 лет. Получается, что контент — это реклама, я вот вижу прям прямую связь, то есть люди приходят, а потом покупают. Реклама — это то, что вы платите налог за рекламу. Это реклама, это то, что написано в законе о рекламе. Контент это, хорошо, можно назвать так, консультация с клиентом это тоже контент. К вам клиент обращается с вопросом, вы его консультируете. Это тоже контент, но это не реклама. Да, понятно, но он приводит вам в результате настоящего клиента и реальные деньги. Это уже партизанский маркетинг, да, то есть это то, как вы, как говорят, одна из истин контент-маркетинга. Для того, чтобы что-то взять, сначала нужно отдать, правильно? Да, поэтому... Учитывая то, что сейчас люди, они просто уже откровенно зевают от обилия рекламы, купи, выиграй в конкурсе, запишись только сегодня и тому подобное, эти фразы уже становятся мемами в голове и штампами. Когда вы идете что-то интересное, мы буквально недавно погрузились в тему лайфхака. То есть мы только для себя открыли новых вещей, например, чуть ли не как... для обувного магазина, да, если вы покупаете обувь, и вам она чуть давит новая. Понятно. Полезная информация. Да, например, одеть носок, да, и прогнать феном, и обувь расширяется. То есть такие вещи, которые они полезны людям, они и нужны, то есть вы купили вещь, она вам нужна. И с одной стороны, посмотрите, что публикуют ваши конкуренты, посмотрите, они все будут идентичны, процентов на 90 информация похожа друг на друга. Понятно. А о чем еще можно таком полезном для нас, бизнес-владельцев, прочитать в вашей книге? То есть мы немножко рассказали, но что там еще есть такого замечательного? Ой, вы знаете, описать 490 с чем-то страниц будет проблематично. Я старался сделать, скажем так, не то чтобы наглядные, даже руководство, которое будет постоянно под рукой на столе. То есть я не писал книгу, которую нужно брать с собой в отпуске под пальмой, распевая Маргариту, погружаться в каждую букву этого текста. Нет, это книга для работы.
Мгм. Да, Денис, вы скромничаете, я скажу на самом деле, что про что там можно еще прочитать. Там можно прочитать про то, где взять идеи для контента, про то, как писать заголовки, про то, как писать новости. Очень много полезной информации. Про то, Это что такое систем- email-рассылка, да, да. это системный подход. Я просто сам не люблю книги, в которых открываешь, и ты или ничего нового не узнаешь, или автор просто рассказывает принципу «что». То есть я даже в книге пишу, что главное, одна из определяющих, основополагающих даже э, характеристик ценного контента – это представлять его в формате «как». Мгм. Есть формат «что», да, то есть что нужно сделать. Ну, как говорят, например, там, если вы хотите похудеть, тогда нужно заняться спортом. Это Мгм. формат «что». А вопрос «как», каким спортом, какой у вас вес, да, Именно что прямые инструкции. То есть я прочитаю и конкретная буду знать, как практическая делать. информация, да, то есть Да. в воду гонять умеют все, а вот быть заботливым, и это отличает профессионала в своей сфере от дилетанта, потому что дилетант, он боится делиться какими-то наработками, он думает, что если он это раскроет, то все этим воспользуются. А если профессионал делится реально ценными вещами вот так вот свободно, то люди думают, боже мой, что же этот человек за деньги-то делает? И гораздо большие вещи. Да, да, да. Хорошо, И Денис, спасибо вам большое за интервью. Как бы я обязательно размещу ссылку на эту книгу. И всем